Воздушный бой проигран, удар по авиации Украины, тяжелейшая потеря для страны, где и когда. Путина призвали бежать за Урал, анонс масштабных ударов по Москве. Зеленскому заткнули рот, НАТО бросает Киев, удар в спину от союзников. Провал ПВО «Патриот», экстренное заседание Совбеза ООН, Зеленский ищет виновных. Жесткое обращение РФ к Банковой, поставлено условие, срочный вылет Зеленского из страны и ультиматум Москвы США. Чего хотят? Захват арсенала оружия ВСУ, немец перешел на сторону РФ, подстава для президента ради УПА, удар по Омску, Азербайджан требует от РФ объяснений, Варшава готовит сюрприз, в зоне досягаемости Минск и даже Москва. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 7 июля на календаре. Спасибо вам большое за поддержку и давайте начнем. Зеленского подставили, чиновники забыли про дипломатию ради УПА. Министр обороны Михаил Федоров подписал документ о переименовании элитного центра спецназа «Север» в честь героев УПА, упустив важную деталь. Об этом пишет издание «Украинские новины». Как выяснилось, Минобороны Украины перед таким решением оценила риски от пустых трат из бюджета до экологии и даже чистоты воздуха. Однако Минобороны, судя по опубликованным документам, в частности объяснительной записке, не согласовала этот шаг с МИД и не просчитала дипломатических рисков для Украины. Итог известен: масштабный скандал с Польшей и международный резонанс. При этом Украинский институт нацпамяти полностью поддержал новое почетное название подразделения. Вот фрагмент того, что положили Зеленскому на стол. Послушайте. Реализация указа не предусматривает влияние на экологию и окружающую природную среду, объем природных ресурсов, уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды, земель, в частности загрязнения образующимися отходами, другие общественные отношения, отмечает министр обороны в пояснительной записке. Отмечу при этом, что несмотря на подобные заявления и реакцию Варшавы, Украина и Зеленский не отказались от названия УПА для подразделения. Зеленский вернул по почте свой орден Белого Орла, а на Банковой заявили, что Украине отныне никто не может навязывать, кого считать героем и как их чтить. Удар по авиации Украины, тяжелейшая потеря для страны, воздушный бой проигран. При выполнении боевого задания по отражению налета БПЛА Киев потерял вертолет Ми-8 и весь экипаж. Охота за беспилотниками закончилась катастрофой. Экипаж вертолета принял свой последний бой в небе над Полтавским районом, вблизи села Старыцкивка. Украинские медиа пишут, что в этом ожесточенном вылете Украина потеряла асов 16-й бригады армейской авиации «Броды», капитана, майора, старшего лейтенанта и младшего сержанта. Напомню, в конце июня Украина потеряла еще и самолеты МиГ-29. Цифры разнятся в зависимости от того, чьи сводки смотреть. Официально, по данным воздушных сил ВСУ, подтверждена потеря одного истребителя, тоже в Полтавской области, а по заявлениям Министерства обороны РФ и военных пабликов за тот же период заявлялось об уничтожении от 2 до 3 истребителей МиГ-29. Украина запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН после новой волны массированных российских ударов. МИД Украины требует от мировых лидеров немедленной реакции, говорится в заявлении. Международное сообщество должно объединиться, чтобы сдержать агрессора и продолжать продвигать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с уставом ООН, подчеркнул министр Андрей Сибига. Провал ПВО «Патриот». Ракет фактически нет. Небо Киева беззащитно. Катастрофический дефицит привел к тому, что украинские военные не смогли сбить ни одну из баллистических ракет РФ в ночь на 6 июля. Из-за пустых складов противоракетный щит столицы сломлен, пишет Wall Street Journal, уточняя, что западные оборонные заводы просто не успевают делать новые снаряды, ведь запасы США сильно истощила война с Ираном. На этом фоне Зеленский экстренно вылетел из страны на саммит НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре, чтобы буквально умолять союзников отдать последние ракеты из собственных дежурных запасов. В материале напоминают, что Украине удается сбивать крылатые ракеты и дроны, но с баллистикой другая история за все время войны, цитирую. Однако 70% из 522 баллистических ракет, выпущенных Россией, преодолели украинскую оборону. Этот показатель, скорее всего, ухудшится по мере того, как у Украины иссякнут запасы перехвата
перехватчиков «Патриот». Нам нужны средства для сбития баллистических ракет. У нас достаточно систем, нам нужна стабильная поставка ракет, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Очевидно, что русские пользуются тем, что существует серьезная нехватка. В Минобороны Украины при этом дают более полную информацию, там признают катастрофу, Киев уже беззащитен перед баллистикой. Это проблема баллистики, у нас вообще нет ракет и нам нечем работать по баллистическим ракетам. Это наша проблема, и она не только у нас, она во всем мире, потому что сейчас ощущается дефицит этих ракет «Патриот» во всем мире из-за событий на Ближнем Востоке. У нас есть контракты, мы уже законтрактовали много ракет «Патриот» на будущий период, и сейчас мы пытаемся просить наших партнеров и страны НАТО дать нам эти ракеты в долг. Россия при этом жестко обратилась к Зеленскому. В заявлении Минобороны РФ говорится, что Украина запустила вновь рекордное количество дронов – более 600, а поэтому у военных есть приказ нанести новый удар по Украине. Цитирую. «Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов России не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов вооруженных сил Российской Федерации по территории Украины». Напомню, Россия заявляет, что поразила военные объекты Украины, все, что связано с ВПК, заводы «Буревестник» и кузница на Рыбальском, здание «Украрматех», приборостроительный завод «Квант», Жулянский машиностроительный завод «Визар», а также склады. Зеленский при этом уверяет, что Путин вновь победил жилые дома. Это была цитата. В Киеве и области масштабные разрушения. Однако одной из обсуждаемых тем был удар и по городу Вишневое под Киевом. Там после прилета была вторичная детонация, которая наделала беды. Уничтожены несколько улиц. Зеленский уже ищет виновных. Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации. Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Украины Игорь Клименко докладывает по спасательной операции и разбору завалов, тушению пожаров. Я ожидаю от службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом. Отмечу, что в Вишневом зафиксированы самые масштабные разрушения жилого фонда с начала войны. Повреждено 13 гектаров жилой застройки. Путина призвали бежать за Урал. Зеленский накануне дал резонансное интервью Financial Times. Он считает, что битва в небе решит исход войны с Россией. Также уверен, что Трамп изменил свое мнение о войне, а в целом победа в ней достанется тому, кто окажется умнее. Это была цитата. Кроме того, на Банковой анонсировали масштабные удары по Москве, в частности, налеты 1000 дронов. Зеленский считает, что когда Путин убежит из столицы, война закончится. Когда к Москве будет лететь уже не 100, а 1000 дронов, он поймет. Когда он начнет чувствовать это лично, когда начнет видеть это своими глазами, вы увидите, как его советники будут уговаривать его переехать куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны. Зеленского бросает НАТО. Удар в спину от союзников. Банковой затыкают рот. У украинского президента появилась серьезная проблема. Поддержка Украины внутри НАТО уже не выглядит такой прочной, как раньше. Об этом говорится в большом материале The Telegraph. Все больше стран Центральной Европы заявляют, что теперь готовы в первую очередь тратить деньги на собственную безопасность, а не на помощь Киеву. Польша, которая долго была одним из главных союзников Украины, тоже меняет позицию. Варшава делает ставку на укрепление своей армии. Словакия, Чехия и Венгрия также не спешат брать на себя новые обязательства. На этом фоне Зеленский едет на саммит НАТО уже не столько за оружием, сколько за деньгами. Ведь Украине все сложнее одновременно вести войну и поддерживать экономику. The Telegraph также пишет, что ко всему Альянс закроет рот Зеленскому и не даст выступить на саммите. Послушайте. Еще более проблематично для Зеленского то, что по сообщениям он не будет участвовать в основном саммите на следующий день и, в отличие от предыдущих лет, не выступит с яркой речью перед лидерами НАТО. Вместо этого Альянс решил оставить Зеленского и весь украинский вопрос на обочине, опасаясь раздразить Трампа. Несмотря на эти публикации, накануне генсек НАТО Рюте отреагировал на российский удар, заявил, что в Анкаре никто не забудет об Украине и ей необходимо помогать всем необходимым.
Пора заканчивать войну, а мира хочет и Путин, и Зеленский. В этом уверен Трамп, который сделал такое заявление перед вылетом на саммит в Турцию. По словам главы Белого дома, Путин чувствует давление с его стороны, и заключение мирной сделки между РФ и Украиной гораздо ближе, чем думают люди. При этом Трамп отметил, что ход войны изменили беспилотники. Издание Axios пишет, что в Анкаре президент США планирует встретиться с Зеленским, а потом позвонить Путину. Думаю, мы гораздо ближе к урегулированию, чем многие думают, и президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Говорю вам это совершенно уверенно. У нас был хороший разговор, и президент Зеленский тоже теперь хочет, чтобы это закончилось. Мы отправляемся на саммит НАТО, где будем обсуждать этот вопрос, и я думаю, что нам удастся положить этому конец. Это ужасная ситуация. Россия тем временем уже отреагировала на слова Трампа и выдвинула Вашингтону ультиматум. Россия готова остановить войну и быстро завершить ее, если Белый дом выполнит обещания. Замглавы МИДа Сергей Рябков открыто заявил, что ключ к миру находится в руках США, и призвал американцев вернуться к договоренностям на базе Анкориджа. Я не берусь комментировать это конкретное высказывание, но если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороне на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть. В Анкоридже, напомню, обсуждался вывод ВСУ из Донецкой и Луганской областей. Россия при этом готова была пойти на компромисс в отношении Херсонской и Запорожской областей и заморозить линию фронта там. Украина заявила, что такие условия – это полная капитуляция на условиях Путина, и выполнять такие требования никто не будет. Впервые за все время войны режим беспилотной опасности ввели накануне вечером по всей Новосибирской области. Это более 2000 километров от Украины. Россиян призвали укрыться. Губернатор региона Травников объяснил, что тревогу подняли из-за сообщений жителей, якобы видевших БПЛА и ситуации в соседних областях. А там, тем временем, как уверяют местные власти, ликвидировали последствия удара ВСУ по Омскому НПЗ, лидеру среди всех российских нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает Defense Express, по заводу ударили от 2 до 7 беспилотников, после чего начался пожар. Среди крупнейших НПЗ России, не задетых ударами беспилотников, остался лишь один – Ангарский. От линии фронта до него примерно 4500 километров. И напомню, всего пару дней назад Z-блогеры призывали власть усилить оборону Омской области. Если половину правительства пересадить, бездельники, все ждете, чего ждете, пока вам президент? У нас есть кто-нибудь, кто может принять решение? Эти министерства, если вы сами не принимаете, все ждете, как вам оттуда скажут. Зачем вас столько развели? Вот эту макулатуру таскаете. Захват арсенала оружия ВСУ. Громкий скандал. В Украине арестованы военные, которые завладели целым арсеналом оружия и собирались его продать. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Речь идет о грузовике с оружием и тонне взрывчатки. Силовики накрыли дельцов прямо во время погрузки. Изъято 700 боеприпасов, противотанковые комплексы и больше тонны взрывчатки. Партия оружия оценивается в сумму более 2 миллионов гривен. Подозреваемых уже задержали, 2 отправили за решетку, а их подельника заперли под домашний арест. Расследование только набирает обороты, и главный вопрос остается открытым. ГБР не уточняет, куда должна была пойти эта тонна взрывчатки и боеприпасы, и кто стоит за спиной продавцов оружия. Азербайджан вызвал российского посла на ковер. МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Евдокимову после удара беспилотника РФ по автозаправочной станции Сакар в Николаевской области. В Баку заявили, что это уже не первое ЧП. Ранее под удары попали газораспределительная станция и нефтебаза компании в Одесской области. Тогда сотрудники Сакар получили ранения, говорится в заявлении дипломатов. Также Азербайджан напомнил Кремлю про атаки на Украину, во время которых были повреждены здания посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове. Баку требует от Москвы объяснений, полного расследования всех инцидентов и соблюдения международных обязательств по защите гражданской инфраструктуры и диппредставительств.
Польша готовит крылатый сюрприз для РФ и Беларуси. Под прицелом Минск, Гомель, Брест, Гродно, Витебск и Могилев. А в России под теоретическим ударом могут оказаться Калининград, Псков, Смоленск, Брянск, а при запуске с востока Польши и отдельные районы Москвы. Варшава запускает совместное американо-польское производство крылатых ракет большой дальности под названием «Барракуда». Об этом заявил премьер Туск. Ракеты будут собирать на военном авиазаводе в Быдгоще. Это вооружение быстрого и массового производства. «Барракуда» способна поражать цели на расстояние до 925 километров, нести боевую часть массой около 50 килограммов и может запускаться с польских истребителей F-16. И при такой дальности в зоне потенциальной досягаемости оказывается вся территория Беларуси и отдельные города Российской Федерации. Трамп снова насмехается над Мелони. Премьер-министр Италии буквально таращится на президента США и стоит вплотную к нему. Этот снимок в своем True Social опубликовал сам Трамп, подписав его так: «Требуется судебный запрет на приближение». Так глава Белого дома вновь напомнил о своем прежнем утверждении, будто итальянский премьер на саммите G7 в Вивиане едва ли не выпрашивала совместную фотографию с ним. Нелицеприятный пост, как отмечает издание Corriere della Sera, появился в преддверии саммита НАТО, на котором странам ЕС предстоит решать вопрос о существенном увеличении военных расходов до 5% ВВП. После мема Трампа сложно ожидать теплой атмосферы на его встрече с Мелони, говорится в материале. В то же время Политика пишет, что резкие заявления Трампа могут быть частью стратегии по усилению напряженности с целью увеличить прибыль американской оборонной промышленности. В МИД Италии ответили на выпад Трампа в адрес Мелони так: «Мы убеждены, что трансатлантические отношения гораздо важнее отдельных заявлений. Мы остаемся друзьями Соединенных Штатов, которые являются нашим стратегическим партнером и наряду с Европой важнейшей частью Запада. Именно это для нас имеет значение». Немецкий политик и блогер ушел воевать за Россию. Иммигрант из Чечни, до недавно член немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Ноа Кригер, настоящее имя Мурат Дадаев, заявил, что он сейчас на фронте, в Украине воюет на стороне РФ. При этом Дадаев публикует видео, на которых он в военной форме, с автоматом и нашивкой «Мы русские, с нами Бог». И также кадры с российскими военными, техникой и сбитыми беспилотниками. Геолокация одного из роликов указывает на Бахмут. В своих роликах Кригер заявляет, что борется против западной политики, уничтожающей мир, и обвиняет Германию в разрушении собственных ценностей. Ранее он позиционировал себя как первого чеченца в немецкой политике и продвигал российские нарративы. Как пишут СМИ, Кригер — это брат Сулеймана Дадаева, причастного к убийству оппонента Кадырова в Вене в 2009 году. В других выпусках также много ответов на вопросы и события. Друзья, переходите на канал и смотрите. Спасибо вам за поддержку и до встречи уже завтра.